Всем привет! Очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вашему вниманию джемпер, который отлично впишется в любой гардероб. Его можно скомбинировать как в спортивном стиле, так и в более нарядном или классическом. Итак, коротко о том, как я его вязала. Вязала я по кругу. Начала с резинки, провязала 6 сантиметров резинки 1 на 1. Потом перешла на основное полотно и вязала по кругу. Рисунок очень несложный, вяжется легко. Его раппорт состоит из, давайте я вам покажу. Его раппорт состоит из 16 петель и 40 рядов. Здесь у нас изнаночные, лицевые петли, накиды и 2 вместе с наклоном вправо и влево. Мы провяжем с вами один раппорт вместе. Я довязала до высоты пройм. И с этого момента я разделила вязание на 2 части, вперед и спинку, и вязала уже поворотными рядами. Сначала вперед, потом спинку. Потом я сшила плечи, швы делала крючком по открытым петлям, подняла петли на рукава. Рукава связаны по кругу, здесь швов нет. Вязала их без каких-либо прибавлений или убавлений, просто по кругу на нужную длину, и только вот в самом конце перед резинкой я убавила 12 петель. Потом провязала резинку, манжет и закрыла иглой. Это я вам тоже покажу, как я это делала. Ну и в конце у нас горловина. Тоже набрала петли и провязала резинкой горловину 1 на 1 и закрыла иглой петли. Замеры джемпера после стирки. Длина 58 сантиметров, ширина 50 сантиметров, длина рукава 56 сантиметров, высота проймы на рукав 19 сантиметров и ширина плеча 18. Я связала узором образец, постирала его и вычистила плотность вязания. У меня в 10 сантиметрах 16 петель, значит в 1 сантиметре 1,6 петель. Я ориентировалась на окружность груди, у меня 87. Но если у вас большая разница между окружностью груди и бедер, то ориентируйтесь на окружность бедер тогда. К 87 я прибавила 10 сантиметров на свободу облегания. Получила 97 сантиметров. 97 умножаем на 1,6 петель, получаем 155 петель. То есть теоретически нам нужно набрать по кругу 155 петель. Но раппорт рисунка составляет 16 петель. Число 155 на 16 не делится, но зато 160 делится. Таким образом я вышла на 10 раппортов. То есть смотрите, 16 петель в одном раппорте умножить на 10 получаем 160. Так как я хочу, чтобы резинка хорошо держалась на бедрах, я вначале набрала меньше петель, 150. И связала 18 рядов резинкой 1 на 1. А в 19 ряду прибавила по одной петле через каждые 15. И таким образом вышла на 160 петель, которые мне требуются для 10 раппортов. Значит, это у нас будет размер S. На XS тоже, конечно, подойдет. Но что делать, если вам нужен размер больше? Значит, здесь есть 2 варианта. У меня есть еще одна схема того же рисунка, но на 2 петли больше. Вот она, эта схема. Здесь у нас идут на 2 петли больше, чем в той схеме, по которой я буду вязать.
Таким образом, у вас прибавится еще 20 петель при вязании тех же 10 раппортов. Я выложу, скорее всего, эти обе схемы в Инстаграме. Если же и этого окажется вам мало, то вяжите больше раппортов. Но советую, чтобы количество было четным для симметрии просто. То есть, например, 12 раппортов. Я использовала два вида пряжи и вязала в 2 нити. Ангора, фирма Фельпуччи, цвет минт, метраж у нее 550 метров на 100 грамм. И Рован, это чистая шерсть, цвет тоже минт, номер цвета 00137. Метраж у этой нитки 200 метров на 100 грамм. Общий метраж в 2 нити, вот как я вязала, 145 метров на 100 грамм. То есть, если вы хотите вязать со мной попетельно, то вам нужна пряжа с этим метражом. Вязала я спицами номер 5,5 резинку и номер 6 основное полотно. Я уже связала резинку 1 на 1 на высоту 6 сантиметров. Набрала петли фабричным способом и провязала резинку с вытянутыми петлями. Если вы хотите связать точно такую же, то перейдите, пожалуйста, по ссылке в инфобоксе на видео, в котором я подробно рассказываю, показываю, как ее связать. Или же провяжите резинку по кругу любым удобным для вас способом. У меня на спицах сейчас 150 петель. Теперь мне нужно прибавить 10. Я буду прибавлять из протяжек по одной через каждые 15. Первое прибавление мы делаем в начале ряда. Я перехожу на спицы номер 6, поднимаю протяжку и провязываю ее за заднюю стенку. Теперь провязываем 15 петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15. В этом месте делаем еще одно прибавление. Поднимаем протяжку и провязываем ее за заднюю стенку, скрещенную, для того, чтобы не было дырки. Таким образом делаем еще 8 прибавлений через каждых 15 петель до конца ряда. Я провязала ряд с прибавлениями до конца и провязала еще один ряд лицевыми, то есть у меня уже провязанных 2 лицевых ряда. Поэтому приступаем сразу к третьему ряду раппорта. 2 изнаночные, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь нам нужно провязать 2 петли с наклоном вправо. Наши правые стеночки уже смотрят на нас, развернуты к нам, поэтому мы провязываем петли так, как они лежат, за переднюю стенку 2 вместе. Дальше 3 лицевых. Теперь у нас идет накид и 1 лицевая. Давайте еще раз провяжем еще один раппорт. 2 изнаночные,
8 лицевых, 6, 7, 8, 2 петли с наклоном вправо, провязываем их обе за переднюю стенку. Дальше 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и лицевая. Вот таким образом вяжем этот ряд до конца. Четные ряды, это 4-й ряд, мы провязываем по рисунку. Все накиды провязываем лицевыми. Вяжем все по рисунку. Сейчас мы дойдем до накида, я покажу, как я его провязываю. Вот накид, мы его просто провязываем за переднюю стеночку. Вот таким образом. Вяжем 4-й ряд до конца. 5-й ряд. 2 изнаночные, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли теперь с наклоном вправо. Три лицевые. 1, 2, 3. Накид и 2 лицевые. Вяжем этот ряд до конца и 6-й по рисунку. 7-й ряд. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли вместе с наклоном вправо, 2 вместе за переднюю стеночку, 3 лицевые, накид и еще 3 лицевые. 1, 2, 3. Вяжем так ряд до конца. 9-й ряд. 2 изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Одиннадцатый ряд. 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Тринадцатый ряд. 2 изнаночные,
3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пятнадцатый ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, 1, 2, 2 с наклоном вправо, 2 вместе, 3 лицевые, накид и 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семнадцатый ряд. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем ряд до конца. Девятнадцатый ряд. 2 изнаночные, 1, 2, 2 петли вместе с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид и 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В 21 ряду вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночные и 14 лицевых. Двадцать третий ряд. 2 изнаночные, 1, 2, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. И теперь нам нужно провязать 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого нам нужно поменять петли стенками правыми назад. То есть переснимаем петли, разворачиваем их, они у нас получаются такие открытые. И провязываем их за задние стенки. Вот так. И 8 лицевых. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. 25 ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, и теперь 2 вместе с наклоном влево. Для этого меняем петли правыми стенками назад и провязываем обе петли за заднюю стенку. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27 ряд. 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 29 ряд. 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые, 2 петли вместе с наклоном влево, и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 31 ряд. 2 изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 33 ряд. 2 изнаночные, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 3 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, и 3 лицевых. 1, 2, 3. 35 ряд. 2 изнаночные, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
накид, 3 лицевых, две петли вместе с наклоном влево, и 2 лицевые. Тридцать седьмой ряд. 2 изнаночные, 8 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном влево, и 1 лицевая. Тридцать девятый ряд. 2 изнаночные, 9 лицевых, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 2 вместе с наклоном влево. Довязываем ряд до конца, провязываем еще четный 40-й ряд, и мы провязали с вами 1 раппорт в высоту. Вяжем дальше по кругу на нужную нам высоту до пройм рукава. Я провяжу еще 32 ряда, то есть не полный раппорт. Итак, я провязала от резинки 72 ряда. 1 полный раппорт плюс еще 32 ряда. Теперь будем делить вязание на 2 части, перед и спинку, и отдельно уже вязать их поворотными рядами. По длине у меня получилось до сих пор приблизительно 38 сантиметров. Наперед и спинку у нас приходится по 80 петель или по 5 раппортов. Одну изнаночную в начале ряда мы отнесем к спинке. Таким образом изнаночные станут кромочными. Я отсчитала 5 раппортов и поставила уже маркер между 2 изнаночными. Это то место, где мы будем начинать вязать поворотными рядами. Итак, провязываем 1 изнаночную. Она будет относиться у нас к спинке. Ставим маркер. И начинаем первый ряд переда. Это у меня по рисунку 33 ряд. Провязываю 1 изнаночную и 6 лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Накид, 3 лицевых, 2 вместе с наклоном влево, и еще 3 лицевые. Вяжем так дальше по рисунку ряд до маркера. Я довязываю ряд до конца, до маркера.
Все, теперь мы будем вязать поворотными рядами. Маркер я уже убираю. И теперь я пересниму все петли спинки на дополнительные спицы. Все петли до синего маркера. Петли я пересняла. Каждый ряд у нас заканчивается и начинается изнаночными петлями. Начинаем вязать изнаночный ряд переда. Вяжем все петли по рисунку и накиды провязываем изнаночными. Вот наш накид. Мы его провязываем просто изнаночной петлей за переднюю стенку. В конце ряда последнюю петлю, она у нас в данном случае лицевая, но мы ее провязываем изнаночной, как кромочную. Я провяжу еще 30 рядов по рисунку и начну формировать горловину. Я забегу немножко вперед, чтобы рассказать вам, как я рассчитала вообще высоту проймы на рукава. Значит, я сначала прикинула и определилась, что мне для рукавов по обхвату нужны 3 раппорта. Я просто примерила все связанное изделие на руку, просто приложила и посмотрела, что 3 раппортов мне будет достаточно. В одном раппорте 16 петель. Умножаем на 3, получаем 48. Я буду поднимать из каждой кромочной по одной петле. Значит, мне нужно 48 кромочных по пройме рукава, по всей его окружности. Мы знаем, что одну кромочную составляют 2 ряда. Вот смотрите, вот она одна кромочная, и она составляет 2 ряда. 48 умножаем на 2, получаем 96 рядов, то есть 48 рядов по переду и 48 по спинке. Значит, высота проймы должна составлять 48 рядов. То есть это примерно ориентировочно. Если получится при подъеме на 3 петли меньше или больше, то это не страшно. Их можно убавить потом или прибавить. Главное, чтобы вы поняли принцип, если вы вяжете со мной не попетельно. Хочу еще обратить внимание ваше на такой момент. Если вы вяжете, как я, бабушкиными петлями, то уже в поворотных рядах петли лежат по-другому. И если нам нужно делать наклон влево, то нам уже вот эти петли переставлять не нужно. Они у нас уже лежат правыми стенками сзади. И мы их просто подхватываем за задние стенки и провязываем. А если нам нужен будет наклон вправо, то тогда нам придется уже поменять петли стенками, переставить их стенками вперед правыми. Вот таким образом и провязать за передние стенки. Не запутайтесь. Итак, с того момента, как мы распределили вязание на 2 части, я провязала 30 рядов. С 33 по 40 закончила раппорт, это 8 рядов. И еще провязала с 1 по 22 ряд. Всего 30 рядов от пройм. В сантиметрах это у меня получилось пока 15 примерно. Начинаем формировать горловину. Я уже выделила маркерами те петли, которые мы будем закрывать. На закрытие по горловине я выделила 26 петель.
Сначала закрыла центральные 8, потом довязала отдельно правое плечо, потом левое. По бокам от закрытых центральных убавляла через ряд сначала 3 раза по 2 и потом 3 раза по 1 петле. На что еще хочу обратить ваше внимание. У меня горловина достаточно узкая. То есть голова очень хорошо проходит, но она сидит плотно. Я такую хотела и чувствую себя в ней комфортно. Но знаю, что многие не любят такое плотное прилегание. Поэтому, если хотите шире, то закрывайте по центру больше петель. Например, не 8, а вот здесь вот закроете тогда 12 или 14. По сторонам тоже можно закрыть. Вот в первом ряду вместо 2 петель, например, закройте здесь по 3 петли. Итак, я выделила по центру петли, которые мы будем закрывать. Вот центральных самых 8 петель, потом по бокам по 9 и справа-слева остается по 27 петель. Сейчас мы довяжем до центральных 8 петель и будем их закрывать. Вот у нас осталось 5 петель до закрытия центральных 8. Провязываем 2 изнаночные. Потом у нас это 23 ряд по рисунку, идет лицевая петля. После нее мы должны были бы сделать накид. Но так как у нас уже не будет возможности провязать 2 вместе, то мы его не делаем и провязываем просто 2 лицевые. И теперь начинаем закрытие. Снимаем маркер. Провязываем одну петлю, провязываем вторую и протягиваем ее через первую. Так, первую петлю закрыли. Дальше следующую провязываем, предыдущую протягиваем, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, и 8. Для этого снимаем маркер и закрываем последнюю 8. Дальше вяжем по рисунку. Это у нас 23 ряд. Довязываем оставшиеся лицевые 2 и начинается новый раппорт. 2 изнаночные, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 2 петли с наклоном влево и 8 лицевых. Вяжем так ряд до конца. Итак, ряд довязали. Теперь для удобства я пересниму все петли левого плеча, левой полочки на дополнительные спицы, чтобы они не мешали. Я пересняла петли и вяжу 24 изнаночный. Это второй ряд от горловины по рисунку. Третий ряд. Здесь нам нужно убавить 2 петли. Итак, снимаем первую, вторую провязываем, протягиваем ее через снятую и закрываем вторую петлю.
Дальше вяжем по рисунку. Это у нас 25 ряд. 2 изнаночные, потом у нас идут 3 лицевые, накид, 3 лицевые, две петли вместе с наклоном влево и 7 лицевых. Вяжем так ряд до конца и изнаночный по рисунку. 5-й ряд от горловины. Здесь нам тоже нужно закрыть 2 петли. Закрываем первую и вторую. Дальше вяжем по рисунку. 2 изнаночные мы уже закрыли, их нет. Вяжем дальше 3 лицевые. Первая, вторая, третья. Делаем накид. 3 лицевые. Две вместе с наклоном влево. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем ряд до конца и изнаночный по рисунку. В 7-м ряду делаем еще 2 убавления. Первое и второе. Итак, смотрим. Это у нас 29 ряд по рисунку. Значит, нам нужно провязать 4 лицевые петли. Вот они. Первая, уже закрытая, вторая закрытая, значит, нам нужно провязать еще 2 оставшиеся. Провязываем одну и вторую. Дальше у нас идет накид, 3 лицевые и вяжем ряд дальше по рисунку. В 9-м ряду нам нужно убавить 1 петлю. Так, закрыли. Теперь дальше смотрим. Это у нас 31 ряд. Считаем, у нас должно быть 5 лицевых. Вот она, первая, вторая, третья. На спице 4 и 5. Значит, 2 лицевые нам нужно еще провязать. 4 и 5. Теперь делаем накид, 3 лицевые. 2 с наклоном влево, ну и вяжем дальше по рисунку. Мы в 11 ряду, здесь нам нужно убавить еще 1 петлю. Так, теперь смотрим, по рисунку у нас должно быть 6 лицевых. Вот 1, 2, 3, 4. И вот 5-ю и 6-ю нам еще нужно провязать. Пятая, 6-я. Дальше идет накид, 3 лицевых, 2 с наклоном влево и еще 3 лицевые. Проверяйте, просматривайте петли, чтобы не сбиться с рисунка. Вяжем ряд до конца и изнаночный провязываем по рисунку. Итак, мы в 13 ряду, это 35 ряд по рисунку. Закрываем еще 1 петлю, маркер уже убираем, он нам больше не понадобится.
Так, убавляем одну петлю и смотрим дальше. Нам нужно 7 лицевых. Смотрим 1, 2, 3, 4, 5. И вот 6 и 7 нам нужно провязать. 6, 7. Дальше идет накид, 3 лицевых, 2 с наклоном влево и еще 2 лицевые. Вяжем дальше еще один раппорт до конца. Так, теперь разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем последний 14 изнаночный ряд. И потом перенесем все петли на булавки или на дополнительные спицы, так как мы их потом будем закрывать крючком. Вот что у нас получилось. На спицах у меня осталось 27 петель. Все убавления мы сделали. Теперь я перенесу петли на булавку и мы приступим к левой полочке. Так, готово. Теперь вот этот вот кончик оставляем подлиннее, который мы будем потом сшивать. Где-то приблизительно 2,5-3 длины плеча. И обрезаем ниточку. Так, приступаем к левой полочке. Присоединяться мы будем вот сюда и вязать с изнаночной стороны. Итак, прикладываю ниточку и вяжем второй ряд. Это второй ряд, потому что первый был тот, в котором мы лицевой, в котором мы 8 петель средних убавляли. Теперь у нас второй ряд. Здесь нам нужно убавить 2 петли. Первую провязываем, не снимаем ее, а провязываем. Вторую провязываем изнаночной и протягиваем сквозь первую. Так, одно убавление. Провязываем еще одну изнаночную. Протягиваем сквозь предыдущую, второе убавление. Все, дальше вяжем петли по рисунку. Лицевой ряд мы вяжем по рисунку без изменений. Это у нас 25 по рисунку, от горловины 3 по рисунку 25. Мы находимся в 4-м изнаночном ряду. Здесь нам нужно опять убавить 2 петли. Первую снимаем, вторую провязываем и протягиваем сквозь снятую. И еще одну. Убавили 2 петли. Вяжем дальше по рисунку. И потом вяжем лицевой 27 ряд по рисунку. Шестой изнаночный ряд. Здесь нам еще раз нужно убавить 2 петли. Убавляем первую и вторую.
Дальше вяжем, как всегда, по рисунку. И потом 29 ряд вяжем тоже по рисунку. 8 ряд закрываем одну петлю. Так, есть одно убавление. Вяжем дальше по рисунку. И после этого вяжем лицевой 31 ряд. Мы в 10 изнаночном ряду. Здесь тоже нам нужно убавить одну петлю. И провязать дальше ряд по рисунку. Следующий лицевой, это у нас будет 33 ряд, который мы тоже провяжем по рисунку. Итак, мы в 33 ряду, давайте его конец этого ряда провяжем с вами вместе. Остался один раппорт. Итак, 2 изнаночные, 6 лицевых, 3, 4, 5, 6. Накид, 3 лицевых, 1, 2, 3. И теперь нам нужно провязать 2 вместе с наклоном влево. Это как бы будет кромочная петля, но так как мы сделали накид, то нам, соответственно, нужно и одну петлю убавить. Провязываем обе петли за заднюю стенку. Все, это был у нас 33 ряд. Теперь вяжем 34 или от горловины, это 12 ряд. Здесь нам нужно сделать одно последнее убавление. Так, сделали. И дальше вяжем все петли по рисунку. Давайте провяжем с вами 35-й последний лицевой ряд вместе. По рисунку у нас 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном влево и 2 лицевые. Следующий раппорт. Итак, у нас остался последний раппорт лицевого ряда. 2 изнаночные, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид. И смотрите, дальше нам нужно провязать 3 лицевых и потом 2 вместе, но у нас их нет, у нас всего осталось 3 петли, поэтому накид мы оставляем, но так как мы накид сделали, то нам соответственно нужно и одну петлю убавить. Значит, мы убавим вот эти вот последние 2, мы провяжем еще вот эту одну лицевую, а последние 2 провяжем 2 вместе с наклоном влево за задние стенки. Давайте проверим, на спицах у нас должно остаться 27 петель. Все, 27 есть. Теперь нам осталось провязать последний изнаночный 14 ряд и перенести все петли на булавку или на дополнительные спицы. Друзья, на этом этапе я заканчиваю первую часть мастер-класса. Во второй части мы с вами довяжем спинку, выполним плечевые швы, свяжем рукава, обвяжем горловину и закроем резинку иглой. Я очень надеюсь, что это видео вам было полезно. До новых встреч!